Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Андрей, с игрового канала 7 Review. И вы давно уже не слышали меня, ну как давно, я сдержал видео там на месяц, по-моему, или два. По-моему, да, на месяц я задержал видео, к сожалению. И мне было впадло что-либо делать, честно скажу, не буду там врать или как-то отмазываться. Вот, просто надоело. Вот я соскучился опять по всему этому, по записям и так далее. Поскольку мне скоро в армию, мне нужно записать большее количество видео, игр, чтобы было что на канале посмотреть. Ну, чтобы они заливались, соответственно, регулярно. Я нашел очередную клевую игрушку на сайте все топ, по-моему. This is the police. The police. Мой совершенно английский язык, конечно же. Вот, короче, эта игрушка, как я понял, про полицейского. И да, представляете, я догадался, что это игра про полицейского. И здесь мы типа симулятор, что ли, как, но это не просто какой-то бездушный симулятор. В этом симуляторе есть какой-то сюжет. Я пока точно его не знаю. Я поиграл в игру буквально минутку-две, до записи буквально. И также клевые саундтреки в этой игре. То есть все это создает отличную атмосферу для того, чтобы, ну, так скажем, полностью влиться в эту игру, то есть проникнуться вот ей. Также, что хотел сказать. Да, я опять заболел. К сожалению, голос у меня будет тихий, наверное. Я не знаю, и он будет рычать, грубый. Ну, я вот кашляю. Я постараюсь как можно поменьше басить, но и особо писклявый голос тоже не делать. Ну ладно, это уже мои проблемы. И что хотел еще сказать-то? Да, я записываю видео аж в 3 часа ночи. И, блин, это на самом деле так тяжко. Но для вас, ребят, мне ничего не жалко. У меня было пару игр, которые я хотел показать вам. Но все я, конечно, вам показать не смогу. И поэтому мне рандомайзером пришлось выбирать одну из этих игр. И именно
вот эта игра у меня выпала. Циферка 4, а эта игра у меня как раз стояла по цифре 4. И вот, пожалуйста, теперь я показываю ее вам. Так, ладно. Давайте же посмотрим, что у нас тут по настройкам есть. Настройки графики мы можем выставить разрешение, можем на весь экран или окно, сглаживание, эффекты можно включить, аберрацию. Я даже не знаю, что это такое. Ну, не суть. В общем, у меня все стоит, короче, на высоких параметрах. Аудио, что там у меня по аудио. Все на максимум. Ну и прочий. Геймпад я выключил, вибрацию. Это для геймпада, конечно же, она тоже не нужна, по сути. Можно ее выключить. Язык русский. Так, давайте уже начинать игру. Я уже начинал, продолжать мы не будем. Мы начнем новая игра. Начав новую игру, вы удалите текущее сохранение. Я знаю, я хочу продолжить. Я хочу показать ее вам. Поиграем в игрушку чуть больше 30 минут. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Марк Уор 2. Покажут во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Разные газеты. Так, это макулатура у нас понедельник, июль, 15 число. Это, видать, мы сидим у себя дома. Вот в такой остановочке домашней. А теперь мы поедем на работу. Хлебнули кофейку. Кофе, короче, выпили. И сейчас поедем на работу. Мы едем. И что же будет дальше? Мы приедем When I was a на kid, работу. my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Вот такая вот нелегкая работа у нашего полицейского. Кстати, все управление здесь осуществляется благодаря мышке. Вот, вы можете видеть мой курсор. Мы находимся на какой-то пресс-конференции. Вот, и нас сейчас будут, короче, заваливать вопросами журналисты. Я постараюсь грамотно ответить. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Блин, я ждал подобного дерьма от мэра. Блин, ну это будет круто, так знаешь. Вот я хочу быть таким полицейским. Такой, он сидит за столом, у него микрофон, и он такой сидит, вздохнул.
Я ждал подобного дерьма от мэра. Вот это круто, блин, на самом деле я выберу этот ответ. Мэр Роджерс бесчестный и коррумпированный политик, и он просто ждал возможности избавиться от меня. Это моя, наверное, мысль, которая в голове сейчас проскочила. А, или я так и сказал. Это я типа ответил так, наверное. Вы знаете имя своего приемника? Нет, отвечу так вот. Конечно, нет, и сомневаюсь, что мэр знает. Вот так будет хорошо, да, ответ замечательный. Да, даже из-за... Вот когда дома даже никого нету, и вот реально вот только брат и вот кошка, у нее сейчас она хочет кота своего, у нас нету, короче, лекарств, и вот она хочет долбиться, и я ничем не могу помочь, потому что я не зоофил. И, к сожалению, она ходит и мычит здесь, всех раздражает. Ладно, давайте продолжать, я отвлекаюсь постоянно на все. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Так. Я знаю... Может быть, отвечу так вот, может быть. Звучит вполне вероятно, думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Блин, да это все время было, да, если это полезно. Я ничего не скрываю. Если в краткосрочной перспективе сделка с мафией поможет предотвратить преступление, то, конечно, мы пойдем на это. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Откуда мне знать? Лучше спросите самого мэра. Вот так вот прям ответил. Спасибо. Так, мы ответили на все вопросы. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. А Джек это, я так понимаю, ну это мы, Джек. И я сел. Открыл ящичек, взял свои лекарства, пилюли и глотаю их. У меня явно что-то со здоровьем. И я начинаю курить. Замечательно. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero.
That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Нормально. День 2 июля 2016 года. Июль. Не 2016 говорю. Июль. Июль 16 число. Что у нас пишут в газетах? Следующим шефом полиции может стать один из подчиненных Бойда. Чистота городских улиц выросла на 20%. Фрэнсис Кендрик может занять место Джека Бойда. Я Бойд. Я Джек Бойд. Это проясняет немножко ситуацию. Ну, я просто хотя бы теперь знаю, как меня зовут. И вот этот парень, это, видать, тот, кто встанет на мое место. Это друг мэра. Ну, в общем, короче, все черно в этой политике. И на самом деле мэр козел тоже. Вот, вообще, просто по его разговору можно сразу понять, что он урод. Мне всего лишь 60 лет, я иду на пенсию, но хотя для полицейского это, наверное, нормально. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Вот и начинается как бы сама игра, сам геймплей. Здесь у нас прошло уже 20 минут, черт возьми, а рассказали вот только вот тут просто повествование шло. Но именно об этом я и говорил, ребят, здесь очень клевое повествование. И хотите получать подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Я 60-летний шеф полиции в нескольких месяцев от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Ладно, валяйте. А почему бы нет? Смены. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Хорошо, продолжить. Характеристики. У офицеров и у детективов есть несколько важных характеристик. Так, профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показывает в районе 150. Показатель в районе 150 считается средним полицейских. Полицейских, не дотягивающих до этой отметки, не назовешь способными. Зато на тех, чьей
профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает, а измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает 1 очко после каждого выходного. Скрытые характеристики. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. А вот как интересно, значит что, у нас смена Б. Коти, Янси, Перди, Цупайки, Ясана, Остин, Прайс, Мол, Де Брито и Армстронг. Вот такие вот крутые у нас детективы. Что ж, они готовы у нас к работе. Начнем день. Это сигарета, которую потушил мэр. Так, у нас есть спецназ, есть наши полицейские. Вызовы. Самая обыкновенная полицейская работа. Реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Хорошо. Так, у нас есть вызов. Вызов слоты. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправить команду спецназа, но их сопровождать должен как минимум 1 офицер. Но слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая, на первый взгляд, миссия всегда может обернуться жесткой мясорубкой. Или вызов может и вовсе оказаться ложным. Это понятно. Так, ладно, теперь приступим непосредственно к самому вызову. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне, простите. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Под колеса попал бомж. Так, нам нужно отправить 2 офицера. Давай Котти и кого-нибудь, вот Остина, например, отправим. Вперед. Так, они выехали с полицейского участка. Июль, 16 число. У нас опять очередной вызов. Драка. Кинотеатр The Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал... Я просто посмотрел на картинку. В зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Хотелось бы подметить музычку. Музычка здесь такая прям успокаивающая. Хорошая музыка. Так, Янси отправим и Асана пускай едут у нас. Все. Продолжить. Ждем очередного вызова в нашем городке. Так, у нас пошел дождь. Так, отчет. Давайте почитаем.
Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Преступник пойман, офицеры невредимы. Замечательно. Прайс у нас бабушка такая, ей тоже уже пора на пенсию. Так, отчет о драке. Преступник пойман, офицеры невредимые. А гражданские невредимые. Получили опыта. Замечательно, наши офицеры. Ждем очередного вызова. Так, вот у нас есть вызов. У нас 2 вызова там, кстати. Вооруженное ограбление, пригород. 3 подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Какие наглецы. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка, Джанет Браун, живет в пригороде. Опа, пальчик хрустнул. Так, ладно, давайте отправим Перди. Ну и прайс. Я думаю, достаточно будет. Так, у нас новый вызов. Освободились сотрудники. Драка. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Хорошо, давайте отправим туда Котти и Остина. Собаки пока вообще не выходят. Так, ждем, пока все уладится. У меня освободились еще 2 копа. Так, очередной вызов гетто. Нападение гетто. Вот это вот не очень хороший район. Ух ты, 3 копа надо. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Это плохо, поэтому мы едем туда втроем. Да. Так, все, вызов принят. Прямые приказы. Вооруженное ограбление. Если ситуация кажется копам неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время, у вас полно других неотложных дел. И мы можем здесь выбрать. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Включить сирену и прокричать в громкоговоритель, что дом окружен. Давайте просто постучимся в дверь. Блин, офицер погиб. Преступник пойман, офицер погиб. Прайс, бабушка, она не успела выйти у нас на работу, как ее тут же застрелили. К сожалению, да, я ей дал шанс. Ну, как вы видите, у нас 2 женщины, они не особо, да, ну, взрослые, ой, блин, молодые. Вон, жалко, 1 офицер погиб у меня, к сожалению. Так, работает с... Так, июль, 15 число. 2 дня проработала, к сожалению, сорян. Успешных заданий 0, провальных заданий 0, политические взгляды неизвестны, есть проблемы с алкоголем. Вот так оно. Видите? Так, отчет о драке. Преступник пойман, офицеры невредимы. Замечательно. Закрыть. Время уже вечер, и мы стараемся понять, в чем же тут дело. Так. Собственно говоря, отчет. Нападение гетто, преступник пойман, офицеры невредимы. И мне кажется, это последний вызов был. Да, все. Завершить день. Сейчас они доедут. И я завершу день. То есть вот так вот. Все, отчета не будет. Завершить день. Все. Прекрасно. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене.
То есть поработают, проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. На самом деле мне бы какого-нибудь копа еще, не знаю, там. Вот смена есть. Поглядите, у нас еще смена. Допустим, вот ты Самади. Ты, очевидно, не русский, а араб какой-то. Мы тебя возьмем. Ты мне нужен вот здесь. А его можно как-то взять? Но я не понимаю, не знаю, я сделал это. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Чекпоинт, день 3.
Июль 17-го. Так. Я думаю, что пора заканчивать уже. Мы довольно много играем, больше 30 минут, по-моему. И, короче, мне зарабатывать так вот 500 000 за 180 дней. Блин, это же капец. 500 000 совершенно легально, он говорит. И этот дед, походу, мой друг. Ну, в общем, как я вам и говорил, ребят, это игрушка. Здесь нужно много читать. Она с сюжетом. Вот. Ты как бы выполняешь свою работу. Кого-то теряешь, да. Кого-то, наоборот, ты приобретаешь. И ты узнаешь больше о сюжете этой игры. Таков вот будет первый взгляд на эту игру. Мне игра понравилась, и я продолжу в нее играть, возможно, даже сейчас, прям после окончания записи. Ну а я, к сожалению, не буду ее больше записывать для канала, потому что это первый взгляд. Ну, ребят, в любом случае, все зависит от вас. Захотите, будет еще серия, обязательно запишу. Посмотрим еще, как там будет по просмотрам. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был я, Андрей, с игрового канала 7 Review. Увидимся, услышимся. Всем пока!